Мы сегодня берем интервью, у Игоря Павловича Медведева, члена-корреспондента Академии наук Российской. И поводом является, во-первых, мы встретились с вами на сессии. Во-вторых, я вспомнил о том, что вы когда-то мне подарили книгу византийского земледельческого закона. Я принял с благодарностью, ее исчеркал. И, конечно же, мне теперь и всем, наверное, так сказать, молодежи в первую очередь будет интересно, как вы создавали эту книгу. Вы мне рассказать? Конечно. Вот вы можете вполне продолжить свой рассказ. Вы так интересно рассказывали о Бенишевиче, так сказать, о том, как вы работали. Может быть, об этом уже не стоит рассказывать. Нет, то, что вы рассказали, у нас осталось. Теперь, да, вы можете продолжить, как вам удобно, в свободной манере, главное. Вот видите, таким вот образом наше сотрудничество, я имею в виду сотрудничество с моей руководительницей, выдающейся византинисткой своего времени Еленой Эммануиловной Липшиц, которая отдала много сил и внимания разработке истории византийского права, опубликовав несколько монографий на эту тему и издав русский перевод такого памятника византийского права, как «Эклога». И, собственно говоря, она меня и подвигла на занятие византийским земледельческим законом, Номос Георгикос, так называемый, имея в виду опять нашу задачу, как она формулировала это, продолжить работу по подготовке критического издания этого памятника, которое начинал еще Владимир Николаевич Бенишевич, выдающийся наш отечественный ученый. И уже после него тоже были попытки начать подготовку этого издания. Тот же академик Греков этим занимался. И в результате, длительной такой работы по сбору данных, рукописных данных о памятнике, о тексте этого памятника, удалось осуществить это критическое издание. Я уже говорил, что в помощью нам послужило наше сообщество зарубежных ученых. Они присылали нам по моим, собственно говоря, заявкам ксероксы греческих текстов, микрофильмы тех рукописей греческих, которые содержат текст этого памятника, и так далее, и так далее. Пришлось производить сверку всех этих рукописных текстов. В результате у нас получилась такая очень сложная система подачи материала, в основе которой древнейший список этого текста, который хранится у нас в Отечестве, в Москве, в ГИМе. И таким образом удалось нам, я считаю, совместить две манеры использования рукописных источников для создания
критического такого вот издания, для критического издания. Ну, у нас в Отечестве принято действительно древнейший список класть в основу издаваемого текста. За рубежом у них другая система, у них нужно учесть всю совокупность этих вот списков, сохранивших текст памятника, и некую такую вот как это можно назвать, версию создать свою на основе использования всех этих списков. То, что кажется зарубежным нашим коллегам наиболее удачным в каком-то из списков, они включают это в тот текст, который они как бы комбинируют вот из разных списков, содержащих разные редакции текста того или иного памятника. Но нам тут вот, мне кажется, удалось как бы совместить эти две манеры подачи материала, потому что этот наш древнейший список московский, он в сущности лучший по качеству. И он уже избавил нас от необходимости включать в него какие-то вот дополнения, эмендации, так сказать, и так далее, взятые из других списков. То, что все-таки было отличным от этого вот древнейшего списка, мы просто включили уже в наши вот, в основной текст издания. В основной текст мы позволили себе не включать, а вот именно вот в эти... В виде интерполяции. И выделить в интерполяции, во-первых, и вот подстрочные тексты по главам. Это дало нам возможность как-то вот избежать все-таки какой-то сочетания каких-то этих вот двух разных манер, и в то же время учесть и то, и другое версии вот, подачи материала в критическом издании текста. Ну вот так примерно. Игорь Павлович, а вот такой вопрос. Да. Как вообще вы работали с рукописным материалом? Вот какими принципами вы руководствовались, когда разбивали рукописи на группы, по версиям и так далее? Вот да. Как в этом плане шла ваша работа? Ну, сверка текста, и если было ясно, что данная группа списков восходит к какому-то своему прототипу, то, конечно, мы вот эту вот группу и выделяли как таковую. И таких групп получилось довольно много. И это дало нам возможность как-то действительно отразить все своеобразие рукописного наследия вот этого сборника, этого памятника. Вот. И в то же время не усложнять работу, не очень уж так обременять вот этими разночтениями, потому что вот по этим группам, целая группа списков, она вот выступала как бы одним единым списком. Вот так вот. Там тоже были кое-какие расхождения.
Вот. Но тем не менее, в основном текст совпадал. И ясно было, что вот эта группа списков восходит к какому-то своему единственному прототипу, с которого начиналось списывание текста и потом размножалось. Вот таким вот образом, как сличая тексты, сразу видно, какие списки относятся к одной группе, какие к другой, по качеству текста, по тем эмендациям, по тем разночтениям, вернее, которые в них содержатся. Мне кажется, так. Игорь Павлович, кроме разнесения рукописей по группам, Да. наличие нескольких групп, вы их учитываете в подстрочном комментарии, в интерполяции. А какой-то еще эффект был, скажем, от разделения рукописи на группы, выявления различных версий, если в конечном итоге-то ваша задача сводилась к созданию некой определенной версии, ведь это с одной стороны, а с другой стороны, ведь вы выделили южноитальянскую версию отдельно. Да. Вот это верно, да. Ну что делать? Качество текста той или иной, зафиксированного списками той или иной группы, собственно говоря, вот это критерий, который служит поводом к тому, чтобы как-то отнестись к нему как или к основному, или к побочному, или к маргинальному совершенно, где текст явно уже испорчен, и эта порча отразилась не в одном каком-то списке, а в целой группе списков. Так что вот таким вот образом. И потом еще, конечно, вот вы запомянули интерполяции. Интерполяция – это введение в текст памятника каких-то совсем уже чуждых, совершенно не ему принадлежащих отрывков, взятых откуда-то, взятых из разных правовых памятников, то есть из того же кодекса Юстиниана, из институций, есть целый ряд вкраплений из Моисеева закона, скажем, и так далее, и так далее. Даже из той же эклогии что-то проникло в византийский земледельческий закон и так далее. Поэтому эти интерполяции, конечно, были включены каким-то, может быть, юристом, который переписывал текст, а может быть, просто писцом, которому хотелось обогатить текст этого памятника вкраплением каких-то еще других юридических норм, не имеющих даже иногда никакого отношения к земледельческому характеру этого самого. Игорь Павлович, у меня остается два вопроса. Да. Почему вы все-таки выделили южноитальянскую версию? С ее особенностями, я понимаю, но почему именно ее? И, наверное, она была не одна, ведь все-таки южноитальянская рукопись. Происхождение этих списков. Это происхождение списков, которые явно происходят из той части Южной Италии, которая находилась в составе Византии, и там работали тоже и юристы, и писцы, и они зафиксировали эту версию, которая мне представляется наиболее адекватной, как-то наиболее органичной, что ли, наиболее своеобразной, лишенной тех самых интерполяций, о которых мы с вами говорим. Да, вопрос такой. И это, собственно говоря, настраивает на мысль о том,
А не произошел ли вообще этот памятник из Южной Италии? Я не исключаю этого, не исключаю. Тем более там есть некоторая переработка, причем органичная переработка некоторых норм, зафиксированных в южноитальянских некоторых правовых памятниках. Я сейчас вспомнить этого не могу, просто вот у меня такое впечатление, что вот такой нюанс в создании вот этого памятника имел место быть. Вот. А это уже очень такой важный аргумент в пользу того, нельзя ли задуматься о том, не из Южной или Италии происходит вот этот памятник. Вот мы коснулись этой темы, и невольно приходится переориентировать мое к вам обращение, а как тогда принято всегда в науке, практически всегда славянским, так сказать, происхождением. Ну, это уже, разумеется, несмотря на южноитальянское происхождение, памятник получил большое распространение. Это видно по количеству списков вот этого текста. А это сотни списков. Это, может быть, даже в какой-то степени уникальный случай, когда вот такой вот, казалось бы, специфический, своеобразный текст получил такое распространение. И он получил во всей империи византийское распространение. А раз так, то, естественно, и в южнославянских странах он также получил распространение и желание приспособить его к своей к своей стране, так сказать, к своему обществу, славянскому обществу. А для чего тогда нужно переводить вообще? Вот только с этой целью. Игорь Павлович, но мое научное любопытство заставляет меня вернуться вот к вопросу об интерполяциях. Вот издание Эшбернера, оно лишено интерполяции. Эшбернера. Да. Эшбернера. Да. Там нет воспроизведения интерполяции. Нет, есть. Ну, они в комментариях в основном умещаются. А вы вот добавили это отдельным пунктом вашего издания. Да. Как вы считаете, выиграло это издание? Видимо, Конечно. это сделало более его современным. Нет, не более современным, а все-таки первоначальный, вот самый текст, оригинальный текст памятника, он как бы освобожден от позднейших вот этих наслоений. Если бы мы оставили вот эти все вкрапления в него, то это, конечно, было бы совершенно назвать это таким вот изданием критическим было бы невозможно. Правда, и издание Эшбернера тоже назвать критическим нельзя. Потому что, во-первых, оно основано на небольшом совершенно количестве рукописей, рукописных списков. Это, по-моему, там что-то 5 всего, если я не ошибаюсь, списков было использовано. Вот. И списков не очень друг другу подходящих. Они даже относятся к разным в той градации мною этих самых групп рукописей. Они как-то
по разным группам распадаются. Вот. Нет, критическим его назвать было нельзя. Это было одно из первых изданий, и слава Богу, что Эшбернер его осуществил, потому что оно выполнило свою роль. Да. Вот, на много десятилетий стало основным. Да. Ну вот, нам пришлось все-таки, как бы отталкиваясь от этого, эту работу проделать. Игорь Павлович, и еще один вопрос возникает в связи с этим. Само название, оно возводится к Юстиниану. Вот, может быть, вы как-то прокомментируете в связи с интерполяциями и вероятность, хотя, как я понимаю, в то же время даже вам не удалось прямых соответствий найти. То есть какие-то только ассоциативные связи возникают. Да. И вот с вашей точки зрения вероятность возведения происхождения этого памятника связать с именем Юстиниана, как это в рукописной традиции вводится. Это абсолютно исключается. Другое дело, что создатели этого текста, видимо, все-таки какой-то квалифицированный юрист, который исходил из своего правового самосознания, так сказать, и который, естественно, был пропитан римско-византийским правом времен Юстиниана. Ясно, что он все это освоил, но ему хотелось создать вот такой вот специфический, специальный такой кодекс, который бы отражал действительность, сельскохозяйственную действительность времен Византийской империи. Ту реальную основу, которая как бы руководила жизнью крестьянской общины как таковой. Игорь Павлович, и он использует все свои накопленные знания, но только для того, чтобы это переосмыслить и создать на этой основе вот такой вот памятник. Игорь Павлович, вы говорите об одном создателе. Не могло быть так, что их было несколько? Вот тут по содержанию или по рукописной или традиции не возникает вопрос, что это постепенно складывался памятник? Или вы полагаете, что он был вот именно так как-то создан, разработан и введен в правовой оборот? Все-таки мысль, может быть, и была такая в среде византийских юристов создать такой памятник, но я думаю, что автор-то был все-таки один, которому было поручено такой вот текст. А не могло это быть частно-правовая какая-то инициатива? Это частно-правовая инициатива, но соотнесенная все-таки и с государственным законодательством. Какая-то там связь была. Может быть, просто если мы вот эти вот номосы, так называемые, значит, мозаикос, номос, потом военный, стратегикос, номос и георгикос номос, они же как бы приложением к экологии рассматриваются. И, может быть, не без
причинно рассматривается таким вот образом, потому что в самой экологии эти вот сферы не отражены. Вот. А они, естественно, были очень насущными, и надо было решать. Вы видите, сколько тут вот всяких прецедентов, так сказать, рассмотрено в этом земледельческом законе, связанным с земельной собственностью, ее отчуждением там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, и, естественно, нужно было вот эти нужды как-то обеспечить специальным законодательством. И, может быть, просто было поручено вот кому-то из юристов создать такие дополнения к экологии. Экология – это официальный, законодательный свод, а вот в качестве приложения к нему, вот, пожалуйста, сделайте еще то-то, то-то, то-то. Могло ли это происходить на основе каких-то ранее существовавших прототипов, если можно так сказать? Или это уже по мере, вот с вашей точки зрения, вот издали экологию и поняли, что-то не хватает? Какие-то, конечно, может быть, даже не письменные, а обычные, если брать обычное право как таковое, то они могли существовать. Отдельные такие вот случаи, просто решения того или иного конфликта, связанного с сельскохозяйственной, так сказать, земледельческой действительностью. Вот. Но это было все на уровне обычного права. Вот. А здесь сделана попытка все-таки зафиксировать, создать письменный памятник, который можно было бы использовать уже в качестве законодательного такого вот документа. И действительно, потом же ссылается все-таки на земледельческий закон, ссылается в разных актах, есть ссылки на земледельческий закон, значит, он применялся, значит, он... Если вы помните, я вам когда-то писал об этом, еще со ссылкой на старое издание Миклошича Мюллера, я вам посылал ссылку, где прямо непосредственно, потому что у меня тогда еще не было нового издания. Что были такие вот ссылки на земледельческий закон. Актов Константинопольского патриархата. Что-то я начинаю вспоминать, но вы извините меня. Ну, нет. А вот вопрос, вы оговорились про римской. Ну, римская – это прежде всего геопоники. Конечно, это два документа различных по характеру. Вот с вашей точки зрения, опять вот, так сказать, почему земледельческий закон не повторял геопоники, скажем так сказать? Он ведь отличался. Вот как-то дать, если можно, оценку. Ну, геопоники, насколько я понимаю, я как-то не занимался этим специально памятником. Но он тоже очень интересный ведь. Разумеется. И, видимо, он в Византии тоже находил свое применение. Да. Но он все-таки лишен вот этой самой законодательной, что ли, и юридической основы какой-то. Да. Он просто энциклопедия земледелия. Научная энциклопедия вот этой сферы жизни византийского общества, и не только византийского. А нужно-то, потребность была все-таки в том, чтобы создать текст, который бы помогал такие вот ситуации судебные разрешать. Вот. Все-таки какое-то уже значение судебного такого вот памятника нужно было. Вот с этой целью и был создан Номос Георгикос, мне кажется, так.
как еще можно объяснить, я не знаю даже. Хорошо. А Игорь Павлович, вот теперь, если мы вспомним о содержании самого византийского закона земледельческого, 81-ю статью, и вот эту выбранный вами вариант, когда в предшествующем издании просто говорится о кинотисе, об общине села, а вы почему-то вот выбрали вариант, связанный с общей, так сказать, с общим волеизлиянием, заменив это. Дело в том, что это кинотис, вы меня извините, она встречается в текстах, в списках земледельческого закона, но в очень позднем списке. Вот в чем дело. А ранняя редакция этого памятника эту кинотис все-таки игнорирует. Понимаете? Вот в чем дело. И я даже когда-то имел разговор на эту тему с в Париже это самая гречанка, которая у Поля Лемер работала, не помните? Сарли? Нет, не Сарлен, это Сарлен, это гречанка. Вот. Ну, это не важно. Важно, что вы с ней обсуждали. Да, мы с ней вот этот вопрос затронули. Я говорю, как вот мне поступать? Ну, мы используем древнейший список, а там все-таки это кинотис отсутствует, а есть только кини, то есть вот это, она говорит, а если иметь в виду практику древних писцов, они, конечно, вряд ли кинотис бы поместили, а именно вот использовали вот эту вот форму наречия какого-то дательного падеже, чтобы как-то это обстоятельства образа действия. Да, вот образ действия, отразить образ действия. А это кинотис, это уже какое-то современное, более современное осознание той действительности, которая вот имелась в виду. Хорошо, а тогда... Раз так, я, значит, ну просто счел себя не вправе, как бы мне не хотелось этот термин община, так сказать, ввести в основной текст, все-таки его упомянуть именно вот в этих самых разночтениях, а не вводить в основной текст. И, кстати, и другие тоже коллеги, которые потом рецензировали наше издание, отметили, что это было правильно сделано. Вот так вот. То есть, ну, с вашей... Экономидис мне сам говорил, вот мы сейчас используем ваше издание, и приходится, говорит, правильно вы сделали, что это кинотис поставили все-таки в разночтение, а не в основной текст. Вот он тоже, у меня есть письмо даже, где он эту мысль вот высказал мне. Так что есть, правда, и другие тоже. Как вот так отказаться от такого понятия, как община, сельская община, а они выбрасывают из основного текста этот кардинальный вот термин, такое понятие многоговорящее. Ну, вот тут, вероятно, так сказать, возможность, что концепт может быть общины выражен различным образом, а с другой стороны, ваша вот позиция по этому вопросу, она как бы свидетельствует о том, что происходило укрепление общинных связей, и когда они оформились к X веку, появилось вместо малоопределенного по общей, там, более что-то, более определенный концепт общины был введен. Здесь тоже уже, собственно,
смысл-то тот же самый, почти. Да. Все-таки сообща вот эти самые хориты, там, по-моему, имеется в виду, крестьяне деревенские решают какой-то вопрос. Вот сообща, кини. А вот не кинутись, община этих хоритов вот, решает, как там тот или иной вопрос должен решаться. Вот, выносит постановление. Не кинотис, не община, а вот эти самые вот крестьяне сообща между собой договариваются, как этот вопрос должен быть решен. Мне кажется, это как-то даже и логичнее. Вот, ну, вот я, да. Я понимаю вашу мысль, и, она становится мне после ваших слов более ясна, потому что на самом деле это всегда вызывало у меня недоумение, а вот теперь вот я как-то проник. Но это тоже, вот я уже, как вы понимаете, давным-давно это было, я уже восстановить в голове не могу, но вот что-то все-таки остается, как ни странно. Хорошо. А вот как вы уже упомянули, что вы в сотрудничестве с вашими коллегами создавали эту книгу, как протекало ваше сотрудничество, скажем, с Еленой Константиновной? Вот что дало это для самого издания, с вашей точки зрения? Ну, в общем-то, критическое издание древнерусского, древнеславянского, вернее, текста, оно тоже напрашивалось. И тоже существовало уже издание по единственному списку, по сербскому списку. Вот. А Радович чего имеете в виду? Да, скорее всего, он, да, я сейчас... А вы знаете, они его сейчас переиздали. Переиздали, да? Да, сейчас новый. Вот. А Елена Константиновна, она задалась целью, вот опять же, используя максимально полную такую вот рукописную традицию отобразить в этом издании. Правда, увы, критиков было много на ее издание. Ну вот, мне трудно. Вот что это дало для греческого? Для греческого? Для греческой вашей части? Нет, для греческого это не дало ничего, я думаю. Не может это что-то такое уж, какое-то значение иметь принципиальное. Вот, когда вы работали над греческим текстом, вам приходилось обращаться к славянской версии? Ну, я, конечно, обращался к ней, но только еще раз, лишний раз констатируя, что древние славянские переводчики и переписчики буквально переводят с греческого. Вот. Если они делают какие-то отступают от смысла текста и так далее, то только делая ошибки в этом смысле. Вот. А так, чтобы как-то вот с помощью древнеславянского удалось обогатить или как-то уточнить смысл греческого, я такого случая не помню. Вы? Хорошо. И вот такой вопрос. Как долго вы работали над этой книгой? Достаточно долго. Ну вот только долго, потому что пришлось постепенно собирать материалы вот этих самых рукописей. Больше 10 лет? Выявлять. Нет, не больше, конечно, не больше. Лет 5, наверное, это заняло. Я помню это время, когда вы всегда рассказывали, как вы работаете, но никогда у меня не было возможности узнать именно, как долго длилась такая работа. Вот почему я спрашиваю. Да. А с другой стороны, вот прошло несколько десятилетий,
практически, можно сказать, вот творческая такая жизнь уже, вот время, срок поколения такого. Да, увы. Да. Вот сейчас, как вы оцениваете свое издание? Вот это издание. Да, если бы вам пришлось сегодня к нему приступить, что бы вы изменили или наоборот, вот с вашей точки зрения? Ну, это... Потому что мнение рецензентов – это мнение рецензентов. Просто сходу так вот вам все объяснить вряд ли мне удастся. Наверное, если уж на то пошло, пришлось бы усовершенствовать издание древнеславянского текста. И Елена Константиновна, безусловно, к этому готова. Вот. И вместе, может быть, мы бы еще раз посмотрели эти тексты, уточнили, проверили. Кстати, есть и опечаточки. Есть отпечаточки. Ну, их тут уж как водится. Да. Упразднить опечатки. Ну и, может быть, даже и какие-то смысловые включения вот в комментарии. У меня здесь автор комментария Елена Мануиловна была, естественно. Это ее работа. Она вот, я даже, откровенно говоря, и очень редко заглядывал в ее этот комментарий. Вот. Но сейчас, конечно, пришлось бы его обогатить. И проверить, и, может быть... Обогатить чем? Во-первых, большое количество все-таки работ на тему вот, земледелия византийского существует, новых. Тот же там Каплан, так сказать, в Париже, да. Постоянно, и причем он ссылается на наше издание всегда, но у него своя концепция там, и так далее, и все это пришлось бы принять во внимание. Это во-первых. Во-вторых, и количество списков тоже. Надо было бы, так сказать, всю подноготную рукописной традиции этого текста еще раз пересмотреть. Она обогатилась большим количеством списков. И у меня тут тоже, ведь поздние списки, как бы я от них отталкиваюсь. Ну, поздние списки, там это, скорее всего, это версия Арменополовского земледельческого закона. Это, само собой, уже должно быть рассмотрено отдельно, специально, а мы тут вот своим текстом занимаемся. А здесь нужно было бы все это объединить. Конечно, они бы не совпали, естественно. Этот текст первый, там итальянский, вот этот вот единственный список был бы отдельно опубликован. Арменополовская редакция земледельческого закона отдельно и так далее, и так далее. Вот. Просто нет, это пришлось бы просмотреть насквозь все. Снова от А до Я. На основе уже вот новой ситуации в науке, которая возникла. Потому что если мне не доводилось встретить каких-то упреков в адрес критического издания греческой редакции земледельческого закона. И это я как-то даже как воспринимаю как некий посыл вот, мне именно адресованный. Вот. Но все равно надо все это проверить еще раз. И еще раз осмыслить. Причем, откровенно говоря, и мнение Бенишевича надо было бы учесть в большей мере, потому что я обнаружил не только тот опубликованный его текст земледельческого закона, который был вот в этой хрестоматии
в Московском государственном университете на истфаке был издан в 1939 по-моему, году, вышел этот том «Хрестоматия». Я писал как раз об этом учебнике, там византийскую часть, об авторстве именно византийской части вот этого самого, этой самой хрестоматии. Вот. И мне удалось доказать, что не кто-нибудь, а там все остальные части, авторы их названы по имени, а вот эта часть, она анонимная была. И мне удалось доказать, что Владимир Николаевич Бенишевич является автором вот этой самой части этого учебника. Вот. Поскольку он там вскоре после этого уже был подвергнут заключению, там детали у него началась эта эпоха трагедии просто семейной, его личной, вот, то слава Богу, то, что он сделал для этого учебника, не было выброшено, но его имя было выброшено. Вот так. И помимо этого я еще нашел в архивах подготовительные материалы Бенишевича к изданию русского перевода этого памятника. Тот, что был опубликован в этом учебнике, но он там, рассматривая вот эти самые главы и так далее, их осмысливает, несколько собственных вариантов излагает, из которых потом только единственный был опубликован. А здесь вся его подноготная, вся его работа, так сказать, подспудная вот над этим памятником была. Ну и его снимки тоже вот этого памятника, рукописных текстов этого памятника тоже нужно было бы учесть в большей мере. И если бы, откровенно говоря, вот удалось Алятее переиздать этот памятник, а они давно уже это собираются сделать, но годы проходят, а дело не делается, вот, то я бы, откровенно говоря, посвятил это издание Владимиру Николаевичу Бенишевичу. Это была его мечта увидеть опубликованным критическое издание этого памятника. Так. Ну а если вас это интересует, как-то вот от этого я уже раз причастился вот к этой самой юридической теме, то она у меня продолжилась и в последующие периоды моего существования, как вы знаете. Во-первых, может быть, вам интересно все-таки, как моя монография «Очерки византийской дипломатики» создавались. Очень, я вам об этом говорю. Да. Ну, это вас интересует или нет? Да, Игорь Павлович, я должен вот сейчас вас поблагодарить за такое прекрасное содержательное интервью. И я вижу у вас настоящий творческий подход, да. Когда, так сказать, цель действительно жизни – это исследование. Но вот сейчас я вам скажу слова благодарности, вы чуть-чуть отдохнете. Давайте вот минуточку, а потом мы продолжим. Спасибо вам большое. Как хотите.